Добрый день, мы из Украины. И я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 17 января и киевское время 17 часов. Итак, оперативная обстановка, которая сложилась на оперативных направлениях и линии фронта от Харькова до Херсона за прошедшие сутки. Нападая на жилые массивы, враг продолжает разрушать инфраструктуру и дома гражданского населения. Тем самым нарушает нормы международного гуманитарного права, законы и принципы войны. За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных удара и 7 авиационных ударов, а также нанес более 70 огневых ударов из реактивных систем залпового огня, которые привели к жертвам среди гражданского населения. Угроза новых авиационных и ракетных ударов в России остается высокой по всей Украине. Противник не отказывается от планов захвата Донецкой области Украины и продолжает наступательные действия по направлениям Бахмута и Авдеевки. Но по самой последней информации, Путин уточнил задачи вновь испеченному, или правильнее, наверное, будет сказать, старому новому начальнику или командующему вот этой специальной военной операции, как они называют войну против Украины, генералу армии Герасимову. Вроде бы как март месяц поставлен как дедлайн, то есть окончательный срок захвата Донецкой и Луганской областей в их административных границах. Вот такую задачу поставил Путин начальнику генерального штаба, который сегодня опять лично руководит вот этой войной в Украине. За прошедшие сутки вооруженные силы Украины отбили удары по населенным пунктам, в том числе и Белогоровка Луганской области, Верхнекаменская, Спорная, Красногоровка, Соль, Солидар, Белогоровка, Бахмут, Невельская, Марьинка и Победа Донецкой области. То есть вот это направление остается самым напряженным, где российские войска, уже не наемники есть среди них, но их доля резко сократилась. Сейчас регулярная армия, состоящая из кадровых военных и мобилизованных, ведет наступательные действия и атакует, постоянно атакует, круглосуточно атакует наши позиции. Итак, по оперативным направлениям. Купянск, Лиман и Новопавловское направление противник пытался улучшить тактическую обстановку. То есть были попытки наступления с целью продвинуться на более выгодные рубежи вдоль линии фронта. Да, чуть позже разберем по каждому направлению, где какие изменения линии фронта произошли. Запорожское и Херсонское направление российские силы остаются в обороне. То есть там они наступательных действий не предпринимают. Волынское, Полесское, Сиверское и Слобожанское направление никаких существенных изменений за прошедшие сутки, а также признаков создания наступательной группировки не сообщается. По обстрелам в эти сутки, за прошедшие сутки отличилась Слобожанщина. Здесь противник совершал огневые удары по нашей территории, и им пострадали или подверглись огневому воздействию более 15 населенных пунктов в Харьковской области. По Купянску и Лиману я сказал уже. Здесь противник, особенно в районе направлении Купянска или Сватово, так можно сказать, по-разному называют в разных сводках. Но здесь противник ведет атакующие действия, пытаясь остановить наше продвижение в направлении Кременной. Оно есть, мы тоже ведем наступательные действия, мы ведем постоянно и имеем успех, пытаемся его развивать.
почему противник и предпринимает туда переброшенная, еще раз напомню, десантная дивизия 76-я, которая пытается встречными атаками сбить наше или воспрепятствовать нашему продвижению в направлении Кременной. Далее Бахмут. Ну, Бахмут здесь появилось подтверждение того, что это не официальная информация, это информация от очевидцев. Появилось подтверждение, что российские войска были замечены на территории железнодорожной станции Соль. Также российские войска на сегодняшний день пытаются вбить клин между Красной горой и Подгородным. Они пытаются в этом месте, самые большие усилия прикладывает российская армия для того, чтобы прорвать нашу оборону. Успеха противник не имеет, оборона держится, и все попытки ее прорвать не увенчались со стороны российских войск, не увенчались успехом. Но критическая ситуация остается в Клещеевке. Противник вплотную подошел к селу и, возможно, контролирует его часть. Возможно, этого села. Там идут на окраинах Клещеевки идут ожесточенные бои. Авдеевское направление. Здесь враг проводит попытки точечных наступлений. То есть мы помним, там это Первомайская, сама Авдеевка, но успехов не имеет. Все атаки противника были отбиты, и понеся потери, враг вернулся на исходные позиции. По Новопавловскому направлению тоже я сказал, там в районе Мирного идут бои. Они пытаются улучшить тактическое положение, но за прошедшие сутки противник успеха не имел. Запорожское направление. Здесь оборона. Пострадали за прошедшие сутки, противник обстрелял, кроме наших позиций, более 15 населенных пунктов. Мы отвечаем огнем, идет артиллерийская дуэль. Обе стороны совершенствуют свою оборону, как с нашей стороны, так и со стороны российских войск. Наращивается инженерное оборудование оборонительных сооружений. Херсонское направление. Здесь обстрелы правого берега реки Днепр от Никополя до Херсона включительно. То же самое мы ведем контрбатарейную борьбу, мы ведем артиллерийские дуэли, плюс пытаемся уничтожать резервы противника на всю дальность досягаемости наших огневых средств. На временно оккупированных территориях населенных пунктов Заводовка, Горностаевка и Херсонской области оккупанты прекратили вещание всех украинских телеканалов. Сейчас доступно только российское телевидение. Ну, в принципе, это ожидаемо. Мы помним, что они сразу уничтожают книги, учебники в первую очередь сжигаются наши украинские. Меняются сразу же учителя в школах, ну, естественно, и средства массовой информации тоже сразу же меняются на российские. Поэтому это неудивительный шаг, и, к сожалению, мы вынуждены его констатировать. Далее, украинские ракетчики и артиллеристы в течение дня атаковали один командный пункт, 11 районов сосредоточения российских войск вдоль линии фронта, одно хранилище горюче-смазочных материалов и один склад боеприпасов были уничтожены нашими ракетными войсками и артиллерией. В Черном море на боевом дежурстве находится 17 кораблей противника из состава эскадры Черноморского флота. Среди этих 17 кораблей 6 носителей ракет «Калибр». Общий залп этих носителей может составить приблизительно 44 ракеты. Будут они наноситься или нет, трудно сказать. В Азовском море враг продолжит контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля. Они не являются носителями ракет «Калибр». Так что только 6 носителей в акватории Черного моря. Вот такая вот военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона.
Ну а мы с вами продолжим. Военно-политическая обстановка. И вот наконец-то появился отчет. Отчет, ну опять же, западных партнеров. Вот что плохо, то что у нас вакуум информации. Очень тяжело искать информацию в Украине. Практически никто ни перед кем не отчитывается. Ни правительство о проделанных работах, нет плана развития экономики на период военного положения. Министерство обороны помалкивает о том, что оно получило в плане материально-технического обеспечения наших войск со стороны партнеров. И поэтому мы либо смотрим на западные источники, опираемся, что чаще всего происходит, либо собираем по крупицам информацию от очевидцев, которые видели, слышали или знают. Так вот, издание Bloomberg собрала материал и на сегодняшний день опубликовала отчет, сколько же и чего получила Украина, особенно в плане техники и вооружения. Я думаю, что он заслуживает нашего с вами внимания, только лишь потому, что за 11 месяцев ведения активных боевых действий нам было предоставлено более 4000 единиц бронетехники, артиллерийских орудий, самолетов и других систем вооружения. Вот так вот цифра довольно внушительная, 4000 с одной стороны, а с другой стороны скажу, что это довольно мало. Как по масштабам нашей армии, 250 тысяч, мы увеличили там до 300 на сегодняшний день, то это в принципе довольно и немного. Но тем не менее, давайте посмотрим, что же мы получили, что же входит в эти 4000 единиц. Это приблизительные цифры количества видов вооружения, которые передали Украине с началом полномасштабной войны. 410 танков, правда советских времен, от Польши, Чехии, Словении и других постсоветских стран было передано в Украину. 300 единиц бронетехники, в том числе 250 БМП советского производства, тоже от постсоветских стран. 1100 бронетранспортеров, в том числе 300 М113 и 250 М117. Более 160 бронетранспортеров М113 тоже в составе этой цифры. То есть фактически довольно внушительные цифры, как на сегодняшний день. Транспортные средства с усиленной противоминной защитой 925 единиц. Это бронированные машины с усиленной подвеской и устойчивые к минно-взрывным заграждениям. Мобильные машины пехоты, имеется в виду бронемашины типа Хаммер, там вот такие вот, не бронетранспортеры, а бронемашины. Так вот, мобильные машины пехоты 1540 единиц, в том числе 1250 автомобилей типа Хамвей. Так что у нас практически довольно большое их количество. 300 буксируемых гаубиц, из них более 210 это 155 миллиметровые гаубицы М777. 72 105 миллиметровые гаубицы из Соединенных Штатов Америки. Более 400 единиц самоходной артиллерии, из которых 180 единиц были изготовлены на заказ и переданы Украине. Это, я так понимаю, имеется в виду именно от предприятий-производителей мы получали. Они были либо изготовлены в ходе этих месяцев войны и переданы, вот как Сюзанна. Вчера мы получили 8-ю гаубицу Сюзанна, и еще 18 должны нам передать. Всего 26. Так вот, нам гаубицы Сюзанна передает завод-производитель. То есть, как только она готова, она сразу же передается вооруженным силам Украины. Поэтому вот из 400 единиц самоходной артиллерии, из них 180 на заказ для нужд вооруженных сил Украины. 38 систем Хаймарс. Я так понимаю, что... 38 систем Хаймарс. Теперь мы уже с вами более-менее ориентируемся, сколько же у нас
реактивных систем залпового огня типа и более 40 систем 122 миллиметровых реактивных систем советских времен из Польши и Чехии. Кстати, сюда входит и чешская система Р-70, по-моему, которая на базе Татры. Но там артиллерийская часть, там пакет от Града. От Град БМ-21 калибра 122 миллиметра. Так что вот такая вот столько нам передали реактивных систем. 37 немецких самоходных зенитных систем «Гепард» передано. 8 ракетных батарей «Насамс» американского производства. Это по 4 батареи в комплексе. 2 у нас 4 комплекса, по 2 батареи в комплексе. Одна американская, одна немецкая батарея Patriot. Ну, они еще в процессе передачи. Тут уже немножко поспешили издатели Bloomberg. 6 ракетных комплексов «Стрела-10 МС» из Чехии и 6 ракетных комплексов «Stormer» из Великобритании. Это системы ПВО ближнего радиуса действия. 18 штурмовиков Су-25, 31 вертолет советского производства, 30 беспилотников «Байрактар» и сотни беспилотников Switchblade. Это имеется в виду и 300-й Switchblade, и 600-й Switchblade, и те, и другие. Они передавались. Вот такое вот количество вооружений. Это примерный перечень. Ну, цифры, конечно, внушительные. Но скажу так, что с интенсивностью боевых действий, то, наверное, все равно мы остаемся на голодном пайке в плане того, что мы каждый раз должны выпрашивать и каждый раз должны ждать это вооружение, когда же оно к нам придет. Судя по тому, что наш главнокомандующий заявил о том, что необходимо хотя бы 300 танков, там, сколько он сказал, 500-600 боевых бронированных машин и 400 стволов артиллерии, будем надеяться, что вот этот Рамштайн, который должен быть 20 числа, нам это обеспечит. Теперь хотел бы по поводу газа. У нас сейчас разговоры: газ замерзает, мерзнет Европа, хотя по прогнозу погоды мерзнет Россия. Как-то так получилось, что они думали, что замерзнут немцы, точнее не только немцы, европейцы, правильнее так будет сказать. А в результате у них рекордно низкие температуры в центральной части Российской Федерации. Так вот, это при том, что, помните, да, в зиму Европейский Союз входил с полными хранилищами. Причем это рекордное количество накопления природного газа, которое было за последние несколько десятков лет. Они входили практически под завязку, заполненные газом в зиму. Цена колебалась до 2000 поднималась цена, потом упала вроде бы до 1200. Сейчас биржевые цены обвалились до $600 за 1000 кубометров. То есть предложение в покупке природного газа опережают спрос рынка природного газа. И что еще, и я так понимаю, что на этом не остановится. $600 за 1000 кубов. Кстати, это вернулось до начала масштабных боевых действий. Цена упала даже ниже, чем до начала масштабных боевых действий. То есть она приемлема. Эта цена вполне приемлема для европейских стран. Они могут спокойно заключать контракты. Да, долгосрочные контракты, которые были подписаны ранее, там же подписал на 5-10 лет контракт. Все, цена сохраняется согласно контракту. А если независимо от того, биржа падает или растет, а вот то, что сегодня торгуется на бирже, сегодняшний контракт ты уже можешь заключить по вот этой новой цене. Так вот, Соединенные Штаты на прошлой неделе вышли на газовый рынок Европы и тоже внесли там сделали там большой переполох, я бы так сказал.
А Соединенные Штаты предложили свой скрапленый газ по цене $380 за 1000 кубов. Так что европейский рынок чувствует себя уверенно, и Германия может спокойно вздохнуть в своей энергетике. Ей есть что покупать и по какой цене покупать. Так что единственное, что ну да, для Германии может быть где-то есть выбор или какие-то могут быть препятствия в плане того, что они с российского газа переходят на американский газ. Может быть, это их там не совсем устраивает. Но цена, я вам скажу, что для них вполне приемлемая, так что особых переживаний среди немцев на сегодняшний день немецкое правительство чувствует себя более-менее уверенно в этом вопросе. Далее пришли новости из Днепра, точнее продолжают проходить. На 13 часов сегодняшнего дня, 17 января, поисково-спасательные работы в городе Днепр на месте ракетного удара завершены. То есть наша государственная служба по чрезвычайным ситуациям докопалась до самых подвалов. Все разобрано, все завалы разобраны. Все тела, которые были под завалами, извлечены. Кто был живой, спасли. И статистика на данный момент остановилась на таких цифрах. Погибли 44 человека, из них 5 детей. Спасены 39 человек, из них 6 детей. Травмировано 79 человек, из них 16 детей. И последним, кого извлекли из-под завалов, это были тела годовалого ребенка и его папы. Знаете, да, всю эту трагическую историю семьи, которая проживала в квартире, где была вот эта кухня солнечного цвета, точнее, желтая. 3 детей, мама с девочками пошла гулять, а папа с сыном остался в доме. И в этот момент произошла трагедия. Так вот, и их вот достали эти тела, сегодня их достали из-под завалов, и на данный момент наша служба чрезвычайных ситуаций рапортует о том, что разбор завалов закончен. Хотя количество жертв будет возрастать. Почему? Потому что вот среди 79 человек травмированных есть тяжелые, которые, по-моему, там 12 человек в тяжелом состоянии, и врачи борются за их жизнь. Но вы же понимаете, что ситуация может поменяться. Кто-то вытянет, кто-то не вытянет. Так что трагедия никуда не ушла, она есть, и она еще продолжается. Пока последний человек не выпишется из больницы, то, наверное, до конца дней этих людей, потому что те, кто потерял свое здоровье в результате ранений и травм, полученных в этой трагедии, оно останется с ними навсегда, к величайшему сожалению. Вот такая вот информация по Днепровской трагедии. Далее. Очень интересная новость проскочила в некоторых средствах массовой информации о том, что, вы знаете, готовится форум в Давосе. Разное отношение к этому форуму. Кстати, наш мэр города Киева Виталий Кличко хочет выступить на этом форуме и готовит там для этого речь, о чем он огласит. Так вот, сейчас гости съезжаются на этот форум во французский Давос. Вы же понимаете, что эти гости, они не ездят ни на поездах, не ездят на машинах на такие большие расстояния. Они летают либо на собственных самолетах, либо на арендованных самолетах. Но это в основном персональные рейсы, так называемые чартерные рейсы, которые они арендуют. Так вот, организаторы форума в Давосе, которые ратовали за борьбу с COVID-19, которые ратовали за карантинные мероприятия, которые ратовали за вакцинацию населения, поголовную вакцинацию, поставили в райдере на перевозку гостей, поставили небольшое условие. Ни один пилот, который будет перевозить гостей форума, не должен быть вакцинирован. Вот такая вот интересная особенность выявилась в ходе подготовки форума в Давосе. С чем это связано? Я думаю, на этот вопрос может ответить только сам доктор Шваб, который является организатором этого форума и инициатором его проведения.
от него, скорее всего, исходило такое пожелание. Ну и Институт изучения войны американский, тоже не можем мы его обойти, и они прогнозируют. Естественно, аналитики работают, они собирают и в том числе и разведывательную информацию, анализируют ее и делают свои выводы по сценариям, как будет развиваться решительные стратегические действия России в 2023 году. И эти действия, по мнению Института изучения войны американского, могут проявляться в нескольких вариантах. По первому сценарию, Российская Федерация может попытаться провести большое наступление в районе Луганской области. Вот. Ну, как для меня, так это был неожиданный. Я больше склонялся к тому, что Российская Федерация может провести наступление в Запорожской области. А они пишут, в то же время специалисты института продолжают оценивать, что российские войска вряд ли проведут наступление в Херсонской или Запорожской областях. Да, мы знаем, что в Запорожской особенно накапливается очень много войск для того, чтобы предотвратить наше контрнаступление. Ну, я думал, что направление основного удара будет Запорожье-Днепр. Вот этот вариант, третий вариант, самый худший. Точнее, худший это когда с трех сторон, помните, да, я напомню, давайте. Три варианта рассматривается вероятных, подчеркиваю, действий Российской Федерации в зима-весна 2023 года. Первый сценарий, самый худший, это с трех сторон. Это на Запорожье, на Донбассе, точнее на Запорожье, на Харьков и на Киев с Белоруссии. Ну, там может быть Киев, либо может рассматриваться Луцк, Львов, то есть Западная Украина для отрезания. Далее, второй сценарий это северное направление, это Харьковское направление и Запорожское направление. То есть такие большущие, я бы даже сказал, клещи по окружению вооруженных сил Украины. И третий сценарий это на одном из направлений, на Донецкое или Луганское. Вот. Ну, я думал еще включить сюда третью разновидность этого сценария, это Запорожская. Вот Луганская, Донецкая или Запорожская. На одном из этих направлений попытаться провести, точнее, наступательную операцию с целью захвата Донецкой и Луганской области плюс буферной зоны прилегающих областях. Ну вот исследователи, американские аналитики ставят сценарий одного направления, они отдают предпочтение Луганской области, что Россия попытается большое наступление провести в районе Луганской области. Но это, скорее всего, тогда вдоль от Луганской области, вдоль административной границы Донецкой области, туда на юг, к Угледару, для того, чтобы окончательно захватить Донецкую область Украины. Это, кстати, то задание, которое озвучил я вам в оперативной обстановке, поставлено сегодня Шойгу, точнее этому Герасимову, Путиным, точнее поставлено Путиным перед Герасимовым, перед начальником генерального штаба. Также институт рассматривает вариант, что Российская Федерация готовится к отражению контрнаступления вооруженных сил Украины, чтобы удержать эти территории. То есть они даже рассматривают вариант, что наступления со стороны российской армии не будет. А наоборот будет контрнаступление со стороны вооруженных сил Украины, и тогда они будут пытаться его остановить. Ну и наиболее опасный сценарий, который вот я вам говорил, что ранее, который озвучивался, что российское наступление на север Украины, по мнению аналитиков, наиболее опасный взято в кавычки. Не думайте, что балакалы, силы и заплакалы. Так вот, наиболее опасный в кавычках сценарий российского наступления на север Украины, по мнению аналитиков института американского, в данный момент маловероятный. Ну, это обусловлено отсутствием группировки войск на этом театре военных действий, то есть на территории, в южной части Беларуси, необходимого.
Следующая новость, надо отметить, проявился кум Путина, Медведчук. Лишили его гражданства, теперь он решил всплыть в политическом поле Российской Федерации. Он написал большую статью. В принципе, суть статьи лежит в том, чтобы сдавайтесь, все равно Россия победит. Россия это правильно, Украина с Россией это правильный вариант, Украина с Западом это неправильный вариант и неправильная Украина. Вот в этом лежит его суть этой статьи. Причем статья пугающая, для Запада. Вот написано, что если Запад не оставит Украину в покое и не прекратит нам помогать, то Запад якобы является виновником того, что мир сползает к мировой войне и ядерному конфликту. То есть риторика Путина. Недаром он кум Путина. Риторика Путина полностью проявляется в этой статье. Угрозы ядерным оружием. Или надо снова начинать процесс разрядки. Понимаете, не хотите ядерную войну, получите. Не хотите ядерной войны, давайте что такое процесс разрядки в понимании Медведчука? Это же в понимании Путина. Путин равен Медведчук. Рупор Кремля. Процесс разрядки это переговорный процесс с Российской Федерацией с учетом интересов России. Интересы России, Украина разоружается, не вступает в НАТО и дрейфует постепенно в сторону Российской Федерации. Вот это процесс разрядки. То есть еще одно предложение о перемирии, о застолблении той ситуации, которая есть на сегодняшний день. То есть оккупированные территории остаются за Россией. Украина берет обязательство нейтральности, берет обязательство разоружения. А Россия, мы знаем планы Путина, через год собрать миллионную армию и продолжить поход к западным границам Украины. Кстати, это будет поход не к западным границам. Я надеюсь, что политики в Европе понимают, что это поход будет как минимум на всю Восточную Европу. Конечно же, старая Европа, она может чувствовать себя более-менее спокойно, потому что они надеются, что они опять договорятся с Путиным, как это было до войны. И также Медведчук не забыл кинуть клич типа «собирайтесь, пророссийские силы, создавайте новое политическое движение, идите во власть и заворачивайте оглобли Украины в сторону Российской Федерации». Вот такая статья. С моей точки зрения, кроме пропагандистской очередного ИПСО, информационно-психологической спецоперации против Украины, эта статья не несет. Попытка докричаться кто такой Медведчук для западных политиков? Кто? Если мы в Украине его практически нивелировали в ноль, и на кого будет опираться пророссийские силы в электоральном поле? То электоральное поле, где когда-то партия регионов или ОПЖЗ набирала свои голоса, это электоральное поле сегодня утюжат танки Российской Федерации. Сегодня их расстреливают российские солдаты. Так что я не думаю, что может иметь какие-то дальнейшие политические последствия. Так что будем считать очередной, глаз вопиющего в пустыне. Пусть он там и остается, пусть он там и канет в лету. Итак, следующая новость. Украина подписала с Европейским Союзом меморандум о выделении 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи в 2023 году. Об этом сообщает наш премьер-министр Денис Шмыгаль. И первый транш в размере 3 миллиардов евро Украина ожидает получить уже на этой неделе. Как-то транш очень большой, потому что когда Европейский Союз голосовал за выделение этих денег в конце прошлого года, то там, по-моему, речь шла о 1,5 миллиарда ежемесячно макрофинансовой помощи для экономики Украины. Посмотрим, может они решили сделать именно так. И есть заместитель министра обороны Соединенных Штатов по политическим вопросам Колин Каль
сделал заявление на вопрос о том, что будет ли Украине передаваться вооружение с дальностью 300 километров и более. Он ответил, что США понимают потребность Украины в поражении целей, расположенных дальше за линией фронта, чем достигают нынешние имеющиеся средства и системы. Не буду вдаваться в подробности, сказал заместитель министра обороны, но мы ведем соответствующий диалог с украинской стороной. Но это говорит о том, что лед тронулся, в принципе процесс идет. Видите, с танками вопрос, я так понимаю, решенный. Осталось только провести Рамштайн для того, чтобы даже Германия уже высказала условия, при которых они готовы передавать танки. А это имеется в виду, что они хотят их передать в составе коалиции. То есть они не хотят напрямую дразнить Путина, а вот мы же как все передают, и мы передаем, поэтому они готовы в составе коалиции передать нам, дать разрешение другим странам на передачу нам танков немецкого производства Леопард-2 для усиления или для вооружения нашей армии на поле боя. Ну и на пасашок очень важная тема, которая немножко ушла в тень, но она вернулась. Хотя она плановая. Мы просто подзабыли ее. Помните, да, на G20 была встреча Байдена и Си Цзиньпин. Встречались на саммите G20, и они договорились о том, что в январе госсекретарь Соединенных Штатов Блинкен привезет в Пекин план. Рабочий план по степ-бай-степ, шаг за шагом урегулирования или построения взаимоотношений Соединенных Штатов и Китая. Так вот, немножко с опозданием, но 5-6 февраля Блинкен совершит визит в Китай, где будет обсуждаться вот этот дальнейший план. И одним из вопросов этого плана, этого обсуждения, будет вопрос Украины. Будет вопрос Украино-российской войны. Будет решаться в контексте отношений Китая и Соединенных Штатов Америки. Возможно, и в контексте Китай и Российская Федерация. Об этом пишет газета «Политика». Ну что ж, на этом военно-политическую часть мы закончим. Это все новости, которые хотелось сегодня осветить или отметить. Я по традиции сделаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, тех, кто еще не подписан. Кто подписан, ставьте лайки, для того, чтобы это видео могли увидеть как можно больше людей. Ну и через некоторое время мы с вами продолжим. Ну а продолжим мы, как всегда, по традиции, ответами на вопросы, которые вы прислали. И первый вопрос сегодняшнего дня будет следующий. Амій Швагро, санінструктор в Збройних силах України. Коли його мобілізували, родичка-волонтер прислала бронік. Але зразу після цього видали державний, кращий. Тому волонтерський повернули назад. Видно, в різних частинах різне забезпечення. Цікаво, від кого це залежить. Обеспечение воинских частей лежит на департаменте закупок и обеспечения Министерства обороны и на штабе тыла Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Вот они определяют, вот непосредственно уже штаб тыла, он определяет, в какую часть какие броники пойдут. Кто первым получит, кто вторым получит, кто третьим, а кто не получит, пока не придет необходимое количество. Поэтому от них это все зависит. И да, в разных частях может отличаться снабжение. Кто-то раньше получает, кто-то позже. Вопрос.
наше ПВО в большей своей части досталось нам в наследство от вооруженных сил Советского Союза. Удивительно, что среди этих сил и средств нет противоракетных систем. Получается так, что военная доктрина СССР не предусматривала защиты от стратегических ракет, кроме Московского округа ПВО. Противоракет не было вообще. Был расчет на ракетный удар первыми. И при этом из каждого утюга вещали о борьбе за мир. Смотрите, даже хитрее было сделано. Дело в том, что первые противоракеты это комплекс С-300. Комплекс С-300 имеет возможность борьбы с ракетами, в том числе и с крылатыми. Вот он должен был стать праотцом противоракетного щита Советского Союза. Но я вам скажу, что Российская Федерация никуда не ушла далеко. Все осталось на круги своя. Вот 400-й комплекс это модернизированный 300-й. Ну, китайцы, правда, сказали, вот там будет еще вопрос по его характеристикам, они сказали, что 400-й это хорошо покрашенный 300-й. Вот. Но Российская Федерация не пошла дальше в плане создания непосредственно противоракетных комплексов, таких как, допустим, Хоук, таких как Ирис-Т, таких как Насамс, таких как Патриот. Нет, они не пошли по этому пути, они остались вот с этой идеологией, что у нас самая сильная, вот что такое сила пропаганды. То есть они сами себя даже убедили, что у них самая сильная. Когда началась бавовна в Энгельсе, тогда они зачесались. Вы знаете, что сейчас уже никто не доверяет тому стационарному, вот вы говорите Московский округ ПВО. Нифига, они даже не верят в свой Московский округ ПВО, потому что в Москве на территории города Москвы сейчас даже вырубают парковую зону для того, чтобы расставить элементы дивизиона С-400 и комплекс С-400 полевой. Мобильный комплекс С-400 сейчас разворачивается в самом центре, в самой центре Москвы, на ее окраинах, везде. Москву закрывают дополнительными комплексами. То есть они сами признаются этим, что Московский округ ПВО это такая же дырка, такое же решето, как и в любой другой части Российской Федерации. А вокруг Москвы ставят буки, торы и все остальное, комплексы среднего радиуса действия, тоже для усиления защиты Москвы. Поэтому у них нету. Что касается, из всех утюгов вещали по поводу первого удара, то Советский Союз выдумал такую формулировку, боевой устав, секретная часть боевого устава в советское время начиналась, статья номер 1 была ответно-встречный ядерный удар. То есть предполагалось, что если там за океаном зашевелится или в Европе зашевелится хотя бы какая-то одна ракета и будет она пущена в направлении Советского Союза, правда, интересный вопрос возникает, как бы они определили, что она летит в направлении Советского Союза, то, пуск ракеты, то Советский Союз наносит массированный ракетный удар всеми имеющимися средствами. Представляете, да? Почему и говорили, что ядерная война это будет ядерный апокалипсис с непредсказуемыми последствиями для всего человечества. То есть достаточно было НАТО пустить или Соединенным Штатам пустить одну ракету. Вот. Поэтому, кстати, существовало взаимодействие, оповещали об учениях друг друга, оповещали о пусках ракет на полигонах в качестве тренировок, оповещали о проведении ядерных испытаний тоже друг друга, потому что любой пуск мог быть. Кстати, Советский Союз, было несколько случаев, они есть в неофициальных источниках описаны, когда Советский Союз проводил такие учения, забыли оповестить американцев и в Соединенных Штатах играли сигнал боевой тревоги. Думали, что действительно СССР готовится нанести ядерный удар по территории Соединенных Штатов. Они, кстати, верили в это очень сильно и очень этого боялись. Следующий вопрос. В основном боевом танке сухопутных войск Великобритании Challenger-2 герметично закрывающаяся емкость для нечистот расположена под сиденьем заряжающего. Туалетный модуль
под сиденьем есть и в BMW Boxer, производства Германии и Нидерландов. В израильском танке Меркава 4 также имеется специальный съемный модуль. Ну, видите, как техника, спасибо огромное. Одна голова хорошо, две лучше. Оказывается, мы теперь будем знать, что, но имеется в виду емкость для нечистот, наверное, не только для отправления естественных надобностей, но и в том случае, если человека стошнило в результате там, стрессовой ситуации, шока и так далее. Вот. Так что будем знать теперь, что в этих танках и машинах есть специальные емкости для сбора вот таких вот нечистот. Будем так говорить. Ну а Меркава 4, конечно, вообще порадовал. Я так понимаю, специальный съемный модуль, это уже нормальный такой туалет для того, чтобы можно было сходить с комфортом. Наш друг воює на Бахмутському напрямку і каже, що видали весь зимовий одяг. Ще один втратив каску і одразу видали. Чого не дали, і ми передавали хлопцям тактичні навушники, щоб не глушила арта. Ну, видите, опять же, я так понимаю, что тыловым службам еще наращивать и наращивать систему снабжения и логистики для вооруженных сил Украины. Кому-то дали, и кто-то, дай бог, что это очень хорошо, что они в теплой одежде, и что у них расходники, такие расходники, как каска, восстанавливаются мгновенно в случае утери или ее порчи в результате ведения боевых действий. Знакомый говорил, что им недавно начали предлагать на выбор демисезонные берцы, канадские ТМ Royer или нашего производства ТМ Талан или Тайлан. Увы, но насчет танков вы не правы. Как минимум у Меркавы есть туалетный модуль. Ну, про танки я уже сказал. А по берцам тоже, видите, оказывается, есть еще и выбор у военнослужащих в плане того, что какие берцы брать. Это даже очень хорошо, что есть такие варианты. Так, итак, следующий вопрос. Так, сейчас, секундочку. Вот вопрос следующий. У вас, Олег, у вас большая аудитория. Если есть проблема по тепловизорам и рациям, вы говорите, кого из волонтеров поддержать. Или скиньте банку для сбора средств. Смотрите, очень много у нас волонтерских движений. Не хочу, я не связан ни с кем из вот этих вот сборов средств, фондов и так далее. На усмотрение каждого. Тут, пожалуйста, выбирайте любой фонд, любые волонтеры, связывайтесь. У нас есть уже реестр, сейчас создается реестр волонтеров. И тут, знаете, что самое главное? Самое главное, чтобы вы этим людям доверяли. Вот в чем вопрос. Я не могу заниматься, у меня не хватит просто физически времени заниматься закупками, передачей и так далее. Естественно, если, допустим, я начну собирать эти средства, мне придется их кому-то передавать. Зачем создавать лишнее звено передачи, особенно денежных средств? Лучше напрямую договаривайтесь, и тем волонтерам, которым вы доверяете, давайте эти средства. Решайте проблему, они знают, как закупить, где закупить и куда доставить, где нуждаются. И можете договариваться с волонтерами про адресную доставку. Знаю, что и такую услугу наши волонтеры вообще очень универсальны и очень гибкие в плане, в плане логистики, что где достать и куда что доставить.
Вот в этом плане да. Поэтому я не буду объявлять сбора средств на ваше усмотрение. Кому доверяете, тому и давайте средства. Есть возможность, контролируйте, требуйте отчетов за проведенную работу. Ну вот я, допустим, моя семья участвуем, есть у нас знакомые ребята, которые ездят в район Бахмута и туда доставляют, все, что просят, туда доставляют. Мы постоянно участвуем и материально, и финансово в этой помощи волонтерской. Но они каждый раз все отчеты, все чеки, ведомости, все показывают, все предоставляют. Мы прекрасно знаем. Иногда оплачиваем напрямую товары, они просто едут, забирают эти покупки и отвозят. И мы знаем, когда они едут. Расписания, конечно, такого нету. Они знают, когда мы едем, мы знаем, какие потребности нужны. Вот я определился, я этим людям доверяю, я с ними работаю. Точно так же призываю и вас. Определитесь, с кем вы будете работать и кому вы верите. Это самое главное сегодня. Доверие — это самое главное сегодня. Чтобы эти деньги не уходили налево или кому-нибудь в карман. Вот. Когда вы уверены, что деньги, которые вы даете, идут на помощь конкретному солдату в конкретное подразделение, вот здесь тогда не возникает вопроса сколько надо. Вопрос возникает, сколько могу я дать для того, чтобы помочь нашим вооруженным силам в их обеспечении. Так, что-то у нас... Вот следующий такой вопрос, комментарий даже. Добрый вечер. И хочу с вами не согласиться по поводу вторжения Белоруссии. И вот почему. Год назад там происходило тоже учение. И вот что они вышли, и во что они вышли, мы знаем. Лично мое мнение, эти учения пойдут тем же путем, только воздушным. Где-то в конце месяца нас ждет ракетно-авиационный дроновый Армагеддон. Будут бить по инфраструктуре, выявлять ПВО и бить по ним. Вместе с этим будут вычищать приграничья от вооруженных сил Украины. По оценкам этого удара, по всей видимости, вертолетами будут перекидывать личный состав для захвата плацдарма и подтягивания бронетехники. И все это будет прикрываться авиацией и С-300, С-400. Скоро годовщина вторжения и кармический праздник Путина 23 февраля. Тем более вы сами знаете, что ракет к С-кам, С-300, С-400, как у них пруд пруди. И Х-22 тоже есть. Жаль, если я буду прав, и лучше мне ошибаться. Слава Украине. Смотрите, все бы было хорошо в вашем варианте, который вы расписали, если бы Российская Федерация имела бы в Белоруссии хотя бы 100-тысячную группировку. Вот тогда я, может быть, согласился бы с вами, что они такой план могут. А так, из всего того, что вы написали, я думаю, что мы можем получить из Белоруссии только ракетные удары с воздушного пространства Белоруссии, авиацией, с помощью авиации типа Х-22 ракетами, либо ракетами С-300, С-400 по городам и объектам инфраструктуры. Дело в том, что этими ракетами бить по войскам очень неэффективно. Особенно если войска располагаются в лесистой местности, то вы не нанесете той степени потерь для того, чтобы они потеряли боеспособность. Вот. Это раз. Второе, надо знать места расположения этих войск. Вот. Так что, залетать на территорию Украины на сегодняшний день российская авиация не может. Потому что система ПВО у нас отработана, и с самолетами мы разобрались. Для российской авиации небо Украины закрыто. Нет у них сегодня такого количества ракет для того, чтобы, допустим,
поймать наше ПВО на позиции и выбить его полностью. Они не смогли это сделать 24 февраля. Вот, когда первый удар наносился именно по аэродромам, по средствам ПВО, особенно стационарным, даже не по всем стационарным. Потом уже продолжали там долбать по радиолокационным станциям, узлам связи, системы ПВО и так далее. Но, в общем-то, вот даже простой пример, что наша авиация, ее не было на тех аэродромах, по которым ударила Российская Федерация. Вот скажу так. В ночь на 24 февраля нашей авиации не было на аэродромах, по которым наносила удар Российская Федерация. Вот вам ответ на вопрос. Так что они там могут готовиться ко всему. То, что учения несут нам угрозу и нервотрепку, это 100%. Тут, как говорил Жванецкий, верю сразу и окончательно. То, что могут нанести ракетный удар с воздуха, с самолетов, или еще раз повторить вот такой удар комплексами С-400 с территории Беларуси, тоже верю сразу и бесповоротно. Но вероятность очень высокая, очень высокая. Но то, что завтра чем наступать, вот вопрос, понимаете, чем выбрасывать десант. Для того, чтобы выбрасывать десант, надо сосредоточить не 4 вертолета на территории Белоруссии, а надо 24. Вспомните, Гостомель сколько прилетело? 34 вертолета прилетело в Гостомель высаживать десант, так они уже с десантом прилетели. Они же думали, что они сейчас посадочным способом высадят, а каждый вертолет по 10 человек. Это 340, практически батальон. Батальон спецназа или батальон воздушно-десантных войск. Ну, это чуть-чуть похуже спецназа. Но, тем не менее, это самое боеспособное, что есть. И этот батальон должен был выдвинуться в направлении Киева из Гостомеля. Что ж там до Киева идти? Захватывая, допустим, транспортные средства, они бы перемещались на захваченных машинах, даже тех же гражданских, там по 5-8 человек бы запихивались в эти бы отобранные у людей машины, багажники, и доезжали бы до Киева и брали бы Киев, завязывали бы уличные бои с территориальной обороной и захватывали бы Киев. Вот это, я понимаю, десантная операция по захвату плацдарма. Или они бы захватили Жуляны и потом туда уже сажали бы там транспортные, допустим, самолеты, которые уже везли бы и технику вместе с десантом. А сегодня нету десантной дивизии, даже бригады десанта, полка десантного у них бригад нету, десантного полка нет на территории Белоруссии. Кто будет это осуществлять захват? Хорошо. Даже гипотетически перебросили они десант, захватили плацдарм, где дивизии, или полки, которые войдут, танковые полки, артиллерийские полки, мотострелковые полки, которые войдут в Украину и начнут развивать наступление, допустим, через Ровно на Львов или через Луцк на Львов, или опять через Чернобыльскую зону на Киев. Их нету. Сегодня их нет. И поверьте, мы отслеживаем каждый эшелон, наша разведка. И как только начнется накопление и формирование вот этих вот полков и дивизий, а группировка, еще раз повторюсь, с учетом оборудования нашей границы, группировка нужна где-то от 70 тысяч, 50, минимум 50 тысяч. Потому что 45 входило в феврале 2022 года. Вот когда будет 40-50 тысяч, тогда мы будем понимать и будем уже как вратарь на воротах, перемещаться вдоль границы и пытаться определить, где будет направление главного удара. Так что примерно вот так выглядит ситуация с Белоруссией сегодня. Следующий вопрос. Есть много видео, как вертолеты летят на сверхмалой высоте вдоль автомобильной трассы. А ведь лететь они могут где угодно. Почему они так любят трассы или просто выпендриваются? Нет. Почему выпендриваются? Это ориентирование на местности. Дело в том, что вертолет, во-первых, он не может подняться на более высокую высоту, он идет буквально по верхушкам деревьев, или вот как на видео они показывают, что буквально этими шасси, цепляя тент-фур,
который перемещается по этой дороге. И в целях безопасности вертолет, и самолеты, кстати, так летают, и тоже вдоль трассы. Они стараются, низко летят. Первое, низко летят, потому что держатся в мертвой зоне радаров, чтобы их не увидело ПВО. Плюс вертушки еще могут ниже опускаться, они прикрываются лесопосадками, чтобы их не увидела ПЗРК, переносные зенитно-ракетные комплексы. А вдоль трассы они идут, потому что это самое простое ориентирование. Одно дело, когда ты летишь и по карте сверяешь, допустим, даже с тем же GPS-навигатором сверяешь местность, и тебе надо знать четко, где какие ориентиры. Другое дело, ты знаешь, откуда куда идет эта дорога, до какого километра тебе надо долететь, или до какого поворота, или до какого дома на этой трассе. И там ты отворачиваешь вправо-влево, берешь курс уже. Все проложен маршрут заранее, понимаете? То дорога это ориентир. Поэтому и самолеты, и вертушки, особенно вертолеты, низко держатся, чтобы не попасть на радар противника, потому что, допустим, тот же 300-й комплекс видит на 200 километров. 400-й уже там на 300 километров видит. Радиолокационная станция. То есть они могут предупредить, что идут вертушки, будут работать по переднему краю. Это же огневая поддержка. Вот. Поэтому они низко летят, чтобы спрятаться от радаров, а вдоль трассы летят, потому что это ориентир, и они знают, куда идет эта дорога. Вот почему так. Ну, тут такой комплекс вопросиков, 3 вопросики такой. Вот. Давайте попробуем на них ответить. Первый. Какие слабые места у российской системы управления ядерным оружием? Но сказать, какие слабое место это человек. В любой системе управления человеческий фактор это самое слабое место. Это самое непредсказуемое место в любой системе управления. Это человек, человеческий фактор. Все остальное, в принципе, у них отработано. Поверьте, эти тренировки проходят регулярно, особенно в ракетных войсках стратегического назначения, особенно в авиации. Экипажи тренируют, как правильно выходить на боевые курсы, как вводить коды, как разблокировать там рубку оператора на пусковых установках. Это все проводится, это все знают. Но вопрос прохождения команды, то же самое. Учебные тренировочные команды периодически, там, согласно расписанию занятий, согласно боевой подготовке, они проводятся. И единственное слабое звено это человеческий фактор. Почему? Потому что можно подменить код на каком-то этапе, можно, допустим, похитить или убить человека, который должен быть передаточным звеном или промежуточным звеном в системе управления. Вот. А так, и, кстати, эта система, ну, не знаю, как сейчас в Российской Федерации, не скажу вам на 100%, не скажу точно, но в Советском Союзе система управления ядерными средствами была дублирована трижды. 3 варианта прихода команды на пусковую установку. Вот в шахте сидел расчет, на боевом дежурстве стояла ракета, они могли получить команду на пуск из 3 разных источников, которые сходились в этой шахте. То есть в этом плане сказать, что есть какие-то слабые места, ярко выраженные слабые места там, в средствах связи, в средствах управления, сказать очень тяжело. Единственное слабое место это человек. Или человеческий фактор, вот так вот его назовем. Даже тот же вариант, допустим, трясущимися руками набрать на кодоблокировочном устройстве, набрать 8 или 10-значный код, поверьте, не каждый сможет. На тренировке это все происходит хорошо, а когда человек понимает, что это настоящий ядерный заряд, начинается, естественно, нервный там, триммер или как там, дрожь, да, в коленках, и руки трясутся. А там, если один раз сбился, все надо начинать сначала. Провел несколько попыток, устройство блокируется, неудачных имеется в виду. Устройство блокируется, уже надо вводить другой код для разблокировки, а потом опять начинать вводить на боевой код. То есть тут вот такая вот.
Второе. Удалось ли россиянам восстановить спутниковую группировку, являющуюся частью системы обнаружения пусков МБР? Нет, сразу скажу, не удалось. Ну, во-первых, Российская Федерация из той системы, которую пытался построить Советский Союз, кстати, Советский Союз не достроил эту систему радиолокационных станций загоризонтных, так называемых, для раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет. Ее не достроили, она так и не заработала в единой системе. Сегодня у Российской Федерации есть несколько РЛС, которые они поддерживают в рабочем состоянии. И есть, да, группировка спутников на орбите, но она не полная. И насколько известно, по последним данным, спутников за последние 5 лет спутников упало больше, с орбиты сошли в результате непонятных причин. Они говорят, в результате технической неисправности такой-то спутник сошел с орбиты, прекратил свою работу и, соответственно, он не сразу, может быть, он будет сходить долго, постепенно, но он вышел из строя. Так вот, у них за последние 5 лет было очень много случаев, когда спутники валились. Ракета, которая должна была отвести спутники на орбиту, взорвалась. Не долетела. Спутник, который вывели на орбиту, не захотел работать, не включился. Поэтому нет, они не восстановили группировку ни системы ГЛОНАСС, ни системы разведспутник. Кстати, у Российской Федерации нет режима онлайн в космической разведке. У них есть только фотограмметрия и оптико-электронная. Фиксация территории, потом обработка снимков и только потом нанесение передача информации с этих снимков в качестве разведывательной. То есть они проводили учения, по-моему, в 2018 году проводили совместные учения с ракетными войсками и воздушно-космическими силами. Те засекали цель, обрабатывали снимки, передавали данные, ракетчики готовили данные и пускали ракету. Так вот, время прохождения сигнала заняло от 6 до 8 часов. Это тренировка, штабная тренировка, которую проводил Генеральный штаб Российской Федерации. Они об этом, конечно же, молчат, секретят, но вот примерно ситуация вот такая. Вот. Информация, конечно же, неофициальная, потому что вам никто этого не подтвердит. Россия же не распишется в собственной бессилии. Вот. Но, тем не менее, из непроверенных источников, но такая информация есть. И третий вопрос в этом триумвирате, так мы можем назвать, когда Российская Федерация распадется на несколько государств с ядерным оружием на всей территории, смогут ли они его активировать без кодов из чемоданчика? Да, смогут. К сожалению, ядерное вооружение имеет так называемый аварийный код, по которому можно активировать ракету или головную часть ракеты и все-таки произвести этот ядерный взрыв. Это именно поэтому Запад ставит условие, что контроль за распространением ядерного вооружения. Вот именно это имеется в виду. То есть, если ядерные боезаряды достанутся кому-то, каким-то новым субъектам международного права, которые могут появиться на территории на территории России, извините, в результате развала Российской Федерации, то не факт, что никто не может гарантировать, точнее, как они будут пользоваться этим ядерным оружием, которое достанется им, которое будет находиться на их территории. Вот, кстати, этим Запад очень сильно обеспокоен, и они до сих пор, я так понимаю, у них нет плана, что делать с ядерным арсеналом Российской Федерации. Но возможность активации ядерных боезарядов без кодов из черного чемоданчика, да, она возможна. Прямым, непрямым путем, взломами и так далее, а через аварийный код, но она реально возможна. Добрый вечер. Есть один нехитрый вопрос. Даже в одном из видео вы рассказали, что С-400 это хорошо покрашенный С-300. Но почему-то у С-300 дальность поражения наземных целей до 120 километров, а у С-400 230. Это что, они такую хорошую краску изобрели? Где же все-таки правда? И получается, зачем тогда
все так обнадеживают людей, что у Мордора вся такая плохая техника, а тем более, что панове так вообще, тем более та, что поновее, так вообще полный хлам. И мы их прям одной рукой. Когда уже все перестанут шапкозакидательством заниматься, а начнут правду говорить, чтобы люди знали, к чему готовиться. Спасибо, с уважением. Смотрите, да, действительно, я цитировал одну из китайских газет, которая написала, что 400-й комплекс хорошо покрашенный 300-й. И действительно 400-й, но дальность пуска ракеты определяется, в данном случае определяется ракетой. Никто не говорит и не занимается шапкозакидательством. Я, например, всегда оцениваю очень трезво и здраво и понимаю, насколько велика угроза со стороны Российской Федерации. Там, когда речь идет о старом советском вооружении, которое они сейчас начинают гнать массово в войска, это один вопрос. Но когда мы говорим о современном вооружении Российской Федерации, то да, оно представляет для нас огромную проблему, и мы с ним боремся. Так вот, 400-й комплекс, к нему сделана новая ракета. 48Н6ДМ. Вот такая ракета была сделана. Она имеет дальность в режиме Земля-Земля 230 километров. Ее нельзя применять к 300-му комплексу, она только под 400-й уже сделана. А вот ракету от 300-го комплекса можно применять в 400-м комплексе. Видимо, поэтому китайцы сделали такой вывод, что он особо без новой ракеты, он тактико-технические характеристики его такие же. Может, РЛС помощнее, но ракеты изначально были практически одинаковые. И дальности пуска были одинаковые. Вот это могло привести к такому применению китайцами такого словосочетания в отношении 400-го комплекса. Вот. Но новая ракета к нему же летит в режиме до 300 километров, она 250, там они пишут, она должна сбивать цели, а 230 она может лететь в режиме Земля-Земля. Вот. Но я скажу так, что если нам, когда нам передадут комплексы Patriot, и когда наши комплексы NASAMS будут обеспечены космической разведкой, то есть мы будем в режиме онлайн получать данные о пусках этих ракет, тогда у нас будет шанс сбивать эти ракеты. NASAMS и Patriot могут сбивать такие ракеты, если они находятся в зоне их поражения. И время реакции противоракеты, всего комплекса на пуск противоракеты, будет в пределах времени полета ракеты С-300, С-400, пущенной противником. То есть противоракета должна успеть к точке встречи, и точка встречи должна быть на траектории, а не на Земле. Если расчет показывает, что точка встречи на Земле, то, естественно, считайте, что вы эту ракету пропустили. Вот такая вот арифметика, вот такой вот подход к российскому вооружению. Мы же отмечаем, что в Российской Федерации в радиоэлектронной борьбе, в станциях РЭП Россия сделала большой шаг вперед. И да, у них РЭП довольно неплохая. Глушит даже западные образцы. Видите, Switchblade показали свою слабость перед российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Это как пример. Якщо не вистачає тепловізорів, хто займається їхнім постачанням? Хто повинен за це нести відповідальність? Это служба ГРАУ. Есть такая служба ракетно-артиллерийского вооружения ГРАУ, которая занимается вот этими приборами, боеприпасами, вообще техникой, поставкой техники и вооружения. Технари. Вот. Штаб вооружения, если брать в масштабах вооруженных сил, то штаб вооружения занимается вот этими поставками. Но вы же не забывайте, что кроме плановых поставок есть еще заявки. Когда часть формируется, вот они должны ее обеспечить. Смотрите, пишется штат. Вот еще есть такая проблема, огромная проблема, она больше организационная и больше бюрократическая.
Пишется, создается подразделение, пишется штат, штатное расписание. В штатном расписании четко указывается, какие виды техники и вооружения должны быть в этом подразделении. Понимаете? Допустим, там снайперская винтовка одна, автоматов там 9, из них, ну вот на отделение, допустим, пехотное, да, из них там АКС 3 автомата или 2 автомата, это обычно механик-водитель, там, ну и другие, есть такие специфика, оператор-наводчик, вот у них АКС со складным прикладом, а у остальных там, допустим, АК-74 или автоматы должны быть. И точно так, и дальше пошли, там, бинокли на отделение должно быть столько-то, тепловизоров на отделение должно быть столько-то, ЛПР, допустим, лазерный прибор разведки, это почему-то его создали во время Афганской войны, но почему-то он пошел как пехотное средство, хотя это прибор больше артиллерийский, для корректировки огня артиллерии. Вот, столько-то. И вот через службу РАФ, ракетно-артиллерийского вооружения, или ГРАУ, главного ракетно-артиллерийского управления, штаб вооружений поставляет эти все приборы. Они выдаются личному составу, закрепляются за солдатом эти приборы, и солдат за этот прибор отвечает головой. Если он его потеряет, он будет за него платить. Если его пробьет пуля или осколок в бою, то проводится служебное расследование и списывается этот прибор. Бюрократия страшенная, страшенная. Бумага там идет пачками, расходуется. И вот этим нашим бойцам приходится еще после боя, когда их выводят на ротацию, приходится это все описывать в бумагах, ходить потом, проводить эти расследования, иначе повесят потерю и будет платить. А там оптика идет там, в 3-5-кратном размере, вооружение идет в 10-кратном размере. Вот. А за автоматом, за стрелковое оружие вообще можно срок получить. Вот. И вот таким вот образом. Но если не успевают или на складах нету, говорят, получите потом, езжайте. Автомат дали, винтовку дали, все, садитесь, БТР есть, садись, поехали. Остальное привезут потом. Так вот это потом, вы знаете, что нет ничего более постоянного, чем временное. Вот в этом огромная проблема логистики. Всем понятно, что склады с боеприпасами и техникой Российской Федерации не резиновые. Могут ли они взять это из третьих стран или запросить помощь? Они это и делают. Сегодня Российская Федерация ходит с протянутой рукой по всем странам, которые могут. Это Северная Корея, это Иран, это Китай. Они также обращаются еще к странам Африки, с которыми они сотрудничали до начала вот этой полномасштабной войны. Там Центральноафриканская республика, в Мали, по-моему, Мнямна, еще там какая-то ЮАР, по-моему, точно не скажу, но есть целый перечень. Кстати, вот Пригожина сейчас Путин носом ткнул, сказал, что давай-ка возвращайся, там твое ЧВК везде представлено и везде выполняет боевые задачи. Давай вот основные усилия бросай опять на Африку. Так вот, Россия везде идет с протянутой рукой. Помогает или нет? Думаю, что помогает. Думаю, что втихаря помогают. У Северной Кореи и у Китая есть прямая граница с Российской Федерацией. У Иран возит самолетами из Тегерана в Москву, а также может возить баржами через Каспий. И никто там, Россия сделала вот эту хартию Каспийского моря, они там поделили зоны влияния, сферы влияния на Каспии со странами Каспийского бассейна. И они могут возить, мы даже не будем об этом знать. Поэтому думаю, что помогает. Во всяком случае, боеприпасами, дронами, ракетами, формой для личного состава, сухими пайками для армии. Я думаю, что они помогают. Там тихонечко, но такая помощь, к сожалению, есть. Следующий вопрос. Почему вы не поднимаете тему САУ и минометом? Смотрел многих военных экспертов, все как один говорят, что они изменят ход войны. По крайней мере, Бахмут. Солидар
там они очень нужны. Ну, вы, очевидно, нерегулярно смотрите мои ролики. Я постоянно поднимаю тему, особенно самоходных минометов и просто минометов. Мы с вами говорили о 80-миллиметровом миномете, когда мины появились. И я говорил, что нужны самоходные минометы, и объяснял, почему, как действует миномет, и что это лучшее средство борьбы с пехотой противника. Причем как открыто расположенной, так и укрытой пехотой. Вот, поэтому да. Так, а артиллерия это вообще, ну, прозвище, точнее, статус бога войны для артиллерии, это же не пустые слова. Артиллерия является основой огневого поражения противника. И от количества и качества твоей артиллерии зависит успех на поле боя. Причем в любой ипостаси, хоть в оборонительной операции, хоть в наступательной операции. Если у тебя есть хорошая, точная артиллерия, которая может быстро реагировать на возникающие задачи, считай, что ты уже победил. Это половина успеха. Потому что ты сможешь и подавить противника своей артиллерией, и вести контрбатарейную борьбу, чтобы не дать подавить свою пехоту на переднем крае или в ближайшей глубине обороны. Поэтому артиллерия и минометы – это архиважная. Кстати, вот действительно вы вспомнили, надо отметить, что в том перечне, который я вам зачитывал в военно-политической обстановке про агентство Bloomberg, там нету про минометы ни слова не сказано. Ни слова. Артиллерия есть, да, довольно много, вот, но про минометы не сказано ни слова. Поэтому еще раз напоминаем и еще раз не устану повторять это, надо брать у наших партнеров минометы. Кстати, Литва или Латвия? Латвия, по-моему, передавала нам самоходные минометы свои. Но это мало. Кстати, наша где-то экспериментальная батарея там, самоходных минометов, где-то она там должна бродить на переднем крае. Но, во всяком случае, Укроборонпром давал такую информацию, что эта батарея в войсках воюет, заодно проходит военно-полевые испытания. Ну что ж, вот такие вопросы прозвучали в сегодняшнем видео. На этом мы вторую часть, ответы на вопросы, закончим. И у нас с вами остается третья часть. Это пожелания, приветствия, комментарии, которые вы написали. И первым прозвучит сегодня следующее. Очень переживаю Днепропетровскую трагедию, смерть мирных жителей. Надеюсь, виновные в трагедии ответят за преступление. Верю в вооруженные силы Украины. Надеюсь на вашу скорую и безоговорочную победу. Нам нет прощения. Сибирь, Томск. Ну да, кстати, вот для тех, кто пишет из России, Служба безопасности Украины, в наших телеграм-каналах есть список. Служба безопасности Украины уже опубликовала, там, по-моему, 10 человек, должностных лиц, начиная от командира полка Тимошкина, российского, который наносил удар, чьи подчиненные наносили, то отдавал приказ на нанесение ракетного удара по городу Днепр. Вот. Так что, если есть возможность, расшарьте, просто выделите из текста, расшарьте в соцсетях Российской Федерации, пусть эти ребята понимают, что они уже все известно. Если там опубликованы их фамилия, имя, отчество, звание и должность, то поверьте, все остальные персональные данные, и начиная там с членов семьи и до адреса проживания, все уже давно в материалах уголовного дела по факту убийства гражданских лиц. Распространяйте, пусть они понимают, что мы знаем, про них все знают. Привет из Киева, дорогие друзья. Я хочу всем вам напомнить, мы в 34 раза меньше России и в 3 раза меньше населения. Плюс нам дают вооружение по капле. Поэтому то, что мы отступаем иногда или нас выжимают, это закономерно. Война это не только победы с криком «Ура!», это постоянные потери личного состава, техники и прочего. Залужный прекрасный генерал, который сам прошел боевые действия. И я уверен, он и весь генеральный штаб максимально правильно и четко рассчитывают каждый шаг, каждый маневр и общую стратегию войны. Верим в вооруженные силы Украины, верим в наших воинов. Слава Украине!
Доброго дня! З моєї сім'ї на передовій знаходяться 3 чоловіка на різних напрямках. То я скажу так, ніхто нічого із заявлених комплектів не видавав. Мирного неба, героям слава! Ну вот, кстати, сегодняшнее мы затронули тему вот этих зимней формы канадской, да. На данный момент известно, что как минимум Канада, Великобритания, Норвегия, Швеция, Дания, Австралия передавали Украине зимнюю форму одежды. Я так понимаю, что там, и причем там цифры, там сотни тысяч. Единственное, есть нюанс. Некоторые пишут, что, допустим, передавали комплекты. Комплект, это я так понимаю, ну вот я получал форму, когда служил в вооруженных силах, я получал комплект, там, допустим, зимней формы. Да, это было, начиная от сапог, заканчивая фуражкой, включая портянки, там, белье нательное и все остальное. Это комплекты, я так понимаю. Но есть еще и как бы поштучное, то есть отдельно по элементам. Носки это один элемент, допустим, брюки это другой элемент, куртка это третий. И получается, что вот этих наименований, там, их 500 тысяч. А когда его сложить в комплект, этого будет в 20 раз меньше. Или в сколько там наименований входит в один комплект. Вот здесь есть непонятка. Очень тяжело разобраться, сколько же реально передано. Да? И есть одна из стран, сказала, что она передала комплектов зимней формы на там, какую-то сумму 1 миллион, по-моему, 200 тысяч долларов, евро точнее, это, по-моему, Швеция или норвежцы передали. Тут вообще нельзя разобраться, сколько же это в комплектах, сколько же это в штуках, сколько это в вот таких элементах. Вот. Но надо поискать, говорят, что есть где-то отчет Министерства обороны на одном из телеграм-каналов, я не нашел, где он есть. Ну а вопрос того, что выдали, не выдали, это уже, я так понимаю, наша логистика. С одной стороны, было бы очень хорошо, чтобы Министерство обороны опубликовало открытый отчет, вот как Bloomberg, да, вот то, что я вам зачитывал сегодня утром, написал, чего и сколько нам дали наши западные партнеры. Так вы напишите, сколько получили вы комплектов. Да, конечно, когда Резников говорит, что у нас на несколько бригад еще есть запас, это хорошо. А где остальная форма? Кто ее одел, если люди пишут, что на 3 разных направлениях никто ничего не выдавал? Вот хороший. Когда журналист выходит в канадском комплекте зимней формы, но при этом он говорит, что он же не военнослужащий, он не получал на складах. Ему помогли эту форму приобрести, как там было сказано, его друзья. Вот. Так что тут было бы очень, очень хорошо услышать от Министерства обороны подробный отчет, или если он уже опубликован, дайте ссылку, где можно это все прочитать. Сколько получено, сколько выдано, кому выдано, какие бригады переодеты у нас с ног до головы в канадскую, в австралийскую, в эту самую норвежскую, шведскую, в датскую зимнюю форму. Причем что Канада, что Норвегия и Швеция, так они знают толк в зимних формах. У них довольно северные широты в странах. Так, следующее. Привет из Сан-Диего. Уехали ради детей в 1991 году. И тогда еще из Днепропетровска. Сердце болит за Украину. За Украину. Всех украинцев и делаем все, что можем в помощи. Самое главное, что мы можем, стучим в двери сенаторов, пишем и требуем. Олег Владимирович, зачитайте сегодня, 16 января, чье-то обращение к жителям Днепра, как будто эхо наших писем. Вообще-то каждый раз слышим новость про бесчинство нелюдей, полулюдей, варваров, и думаешь, ну дальше уже некуда, и опять. Теперь Днепр. Мы стараемся объяснить всем и просто избирателям, и сенаторам, что если ничего не делать, то их детей и внуков ждет тоже.
Сердце кровит, мозги холодные, работаем. Надо стучать постоянно. Каждый в Америке, кто прочтет, пишите и стучите своим сенаторам. Не останавливайтесь. Они должны знать, на чьей стороне избиратель. Особенно сейчас, с новой Нижней Палатой. Олег Владимирович, я не знаю как, но если можно, мы хотим копии писем положить, чтобы наши живущие в Америке могли воспользоваться и помочь нашей Украине. Оружие, оружие, оружие. К сожалению, надо давать. Диаспора, мобилизуйтесь. Вы можете в комментарии опубликовать. Здесь же можно прикрепить изображение. Можете опубликовать. В социальных сетях опубликовывайте. Если вы регистрируетесь в нашем сегменте, допустим, Фейсбука, там, Твиттера и прочих, где можно опубликовать изображения, делайте фотокопии и публикуйте. И тогда все будут знать и видеть, как писать письмо, знать, а другие будут понимать, что оно написано и отправлено. Украинцы сражаются за свою свободу, будущее своих детей, а россияне умирают за прошлое своих выживших из ума стариков-правителей и, собственно, рабство. Слава Украине и ее мужественному народу. Да, кстати, надо отметить, вот мы в прошлый раз, вчера точнее, там была полемика с вами, с одним из моих зрителей, об идеологии этой войны. Так вот, я скажу, что идеология этой войны в Российской Федерации – это культ смерти. Вот сейчас я вот посидел, подумал, и я пришел к выводу, что в Российской Федерации сегодня пропагандируется культ смерти на основе исторических параллелей. Исторические параллели, они проводятся Второй мировой войной и культивируют смерть. И причем иди умри, за деды воевали, иди воюй, деды умирали, иди умирай. Не умирай от водки в канаве, умри за царя и отечество на фронте. И неважно, с кем ты воюешь, с Украиной, с украинцами, с американцами, с поляками, с натовцами. Там. Иди и умри. Вот, понимаете, вот культ смерти на сегодняшний день. Человеческая жизнь не стоит, все равно все умрем, как говорит один пропагандист российский. Все равно там все будем. Так а что ж ты тогда не с автоматом в окопе? А почему ты как в этом самом, к топкам, товарищи, к топкам, поможем нашим кочегарам, да? Вот такие призывы кидать. Но сам факт, что Россия сегодня культивирует смерть. Человеческую смерть. Говорит, что жизнь человеческая не стоит ломаного гроша. Жить не стоит. Стоит умереть за царя и отечество. Вот вам идеология этой войны. Ну, посмотрим. Да, действительно, она построена на параллелях с прошлым. Здравствуйте. Привет из Австралии. Мельбурн. И спасибо за видео. Страшная, невыносимая тяжелая весть из Украины. Российские фашисты, преступники, бомбили жилой район Днепра. Плачу, скорблю со всеми украинцами. Погибли мирные, ни в чем не повинные люди, дети, разрушены семьи, людские судьбы, мерзавцы. Они не люди, продающие за деньги мужей, родных и даже сыновей, с их выжившими из ума фюрером, человекообразными животными, Путиным, алчущим власти и денег, творят невероятное зло. Самое горячее мое пожелание Украине, украинцам, скорейшей полной победы над Россией, рассадником зла и горя. Слава Украине, слава и поддержка вооруженным силам Украины. Слава и вечная память всем погибшим за Украину. И пусть все россияне, фашисты, террористы, убийцы, военные, преступники получат заслуженное наказание. Им не место среди людей. Привет из Болгарии. Мы с вами каждый день молюсь за вас. Помогаю им материально. Пишу Шольцу, чтобы дал вооружение, чтобы были прокляты те, кто подкрепляет эту войну. Штат Делавэр, Соединенные Штаты. Скорбим, плачем вместе с Украиной. Ну что ж, вот такие вот пожелания, комментарии и приветствия сегодня прозвучали в нашем видео. На этом я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента.
Кто еще не подписан, подписывайтесь, как всегда приглашаю. Ставьте лайки этому видео, если оно вам понравилось, тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Огромная и отдельная благодарность спонсорам и тем, кто помогает каналу. Благодаря вашей помощи и спонсорству у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Ну что ж, на этом мы будем заканчивать. Ну а мы с вами продолжаем верить вооруженным силам України. Перемога за нами. Слава Україні!